Побочные эффекты вакцин от коронавируса пугающе разнообразны. У людей встречали паралич, аллергии и ковидную руку. С тех пор, как в мире начали вакцинацию от COVID-19, из разных стран стали поступать данные о побочных эффектах прививок. Кто-то обошелся жаром и ознобом, другим досталась красная сыпь, а третьим паралич лица. Некоторые и вовсе заразились коронавирусом. Pfizer. Американская вакцина Pfizer собрала наибольшее число случаев с побочными эффектами. В середине января американец Брент Грайнер опубликовал в Facebook видео, на котором его маму буквально трясет. Он заявил, что тремор – это сильная побочная неврологическая реакция после вакцинирования Pfizer. Многие обвинили мужчину во лжи, требовали доказательства связи тремора с вакциной или называли ролик фейком. Грайнер опубликовал пост с обновлением 31 января, в котором заявил, что припадки с тремором у его мамы до сих пор не прошли. Она не может водить машину из-за опасений, что припадок настигнет ее за рулем. Невролог сказал ей, что тремор вызван старой черепно-мозговой травмой правой лобной доли, но мать Грайнера заявляет, что у нее никогда не было травм головы или инсульта. Женщина до сих пор не знает, чем вызваны ее судороги после вакцинации. А в Израиле у 13 человек произошел паралич лицевого нерва. При этом один из привитых рассказал, что почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту уже через несколько минут после приема препарата. Не обошлось и без аллергических реакций. В Сингапуре зафиксировали 4 случая анафилаксии у людей, получивших первую дозу вакцины Pfizer. По словам министра здравоохранения, у людей в возрасте от 20 до 30 лет появилась сыпь, одышка, отек губ, стеснение в горле и головокружение. Симптомы были своевременно обнаружены и вылечены. В США стало плохо 2 сотрудникам региональной больницы Бартлета в городе Джуна. У женщины 40 лет анафилактическая реакция началась уже через 10 минут в виде одышки, сыпи и учащенного пульса. У другого медработника в ответ на вакцину отекли глаза, в горле начало першить и закружилась голова. Впрочем, эти последствия были не дольше 1 дня. Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявили 27 января, что до 18 января было зарегистрировано всего 50 случаев анафилаксии. Это означает, что показатель Pfizer составляет около 5 человек на миллион введенных доз. Помимо этого, побочной реакцией на Pfizer могут быть дискомфорт или боль в груди, затрудненное дыхание, повышение артериального давления, боль в конечностях, стеснение или отек горла. Были также зафиксированы случаи, когда люди умирали уже после получения вакцины. В некоторых из них причиной было заражение коронавирусом. Например, в Испании жители дома престарелых в городе Лагартера получили инфекцию через 6 дней после первой дозы прививки. Тогда врачи списали симптомы на побочный эффект от вакцины. Речь шла о 78 пенсионерах. 7 из них скончались. В Норвегии также скончались 23 человека из домов престарелых после получения прививки. Предполагается, что вакцина могла спровоцировать более серьезное течение уже имевшихся заболеваний. При этом всем погибшим было за 80 лет, а некоторым из них более 90. Во Флориде после вакцинации умерло 16 человек, все они были в возрастной категории от 56 до 94 лет. Из них 13 человек скончалось в течение 2 дней после вакцинации. Регулятор ЕС в области лекарственных средств 29 января заявил, что прививка Pfizer не связана с зарегистрированными случаями смерти после вакцинации. Модерна. Американская вакцина Модерна таким внушительным списком побочек похвастаться не может. Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что в период с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года было зарегистрировано 108 аллергических реакций на 4 41 396 введенных доз вакцины. Из этих 108 человек только 10 впали в анафилактический шок. У 9 из 10 пациентов развились аллергические реакции, включая рвоту, тошноту, одышку, отек языка и сыпь, в течение 13 минут после вакцинации. Ни одна из аллергических реакций не привела к смерти. Небольшое количество людей, получивших вакцину Модерна, испытали паралич лицевого нерва. Известно еще о таком явлении, как ковидная рука. Красная зудящая и иногда болезненная на ощупь сыпь может возникнуть на руке, куда был произведен укол вакцины. Она распространяется примерно на 12-15 см в диаметре. Дерматологи связывают этот эффект с кожной гиперчувствительностью. Он является довольно безобидным и несет временный характер. Ян Хейден, получивший самую высокую дозу вакцины Модерна в ходе первого испытания на людях, испытал на себе побочные эффекты уже после 2-й инъекции.
Он ощутил озноб, головную боль, боли в мышцах, усталость и тошноту. Его температура поднялась почти до 40 градусов. Хейдену пришлось вызвать неотложную помощь, после чего его вырвало и он потерял сознание. Впрочем, все эти неприятные симптомы исчезли уже через 24 часа после появления. Большинство людей избегают серьезных побочных эффектов. Менее чем у 2 реципиентов вакцины Модерна развилась сильная температура от 39 градусов до 40 градусов. Наблюдались также усталость, боль в мышцах, боль в суставах и головная боль. AstraZeneca. AstraZeneca. Сравнительно недавно пущенная в использование, вакцина британо-шведской компании AstraZeneca пока не успела собрать много отзывов. Прививка вызвала ажиотаж в сентябре, поскольку во время клинических испытаний у одного человека после вакцинации возникло воспаление спинного мозга. Испытание было ненадолго приостановлено, пока независимая группа экспертов не определила, что воспаление, скорее всего, не было связано с вакцинацией. В остальных случаях при вакцинации AstraZeneca возникали только классические реакции: боль в месте от укола, мышечная и головная боль, усталость. Спутник Ви. По данным Минздрава России, на нашу отечественную вакцину «Спутник Ви» пока зарегистрированы только обычные реакции, головные боли и повышение температуры тела. В некоторых случаях люди испытывают также слабость и озноб. В брошюрке, которую раздают при вакцинации спутником Ви, сказано, что у 5,7% пациентов может начаться ломота. А еще реже, менее чем в 1,5% случаев, бывает насморк, першение в горле или учащение пульса. Эпивак Корона. Эпивак Корона сегодня рекомендуется специалистами лицам пожилым и больным людям с аллергическими заболеваниями, как самый мягкий и щадящий вариант вакцинации. Но поскольку массовой вакцинации этим препаратом еще не проводилось, говорить об его абсолютной безопасности пока некорректно. Каждый решает для себя, вакцинироваться той вакциной, которая принята в его стране, подождать разработки нового препарата, проигнорировать вакцинацию вообще, считая все происходящее измышлением. Или просто переболеть коронавирусом. С неясным исходом.